Всем вселенский привет! Я сейчас буду для вас раскладывать карты, и здесь вы посмотрите, что вам по судьбе, какие советы дают вам высшие силы, как хотят вам помочь. И я разложу для вас две колоды. Вы, конечно, можете для себя выбрать, чтобы еще было четко и более глубоко, и более интимно. Но я предлагаю для полноты чтения смотреть оба расклада. Где-то в одном месте больше проиграется, где-то в другом. И вы сделаете для себя выводы, соответственно тому, что скажут именно вам высшие силы. Каждый слышит слова по-особенному, не сомневайтесь, советы вы точно получите. А совет от высших сил дорогого стоит. Смотрите, это 78 дверей. Это будет Таро с этой стороны. И это карта Ленорман. Вот эти карты Ленорман. Они будут вот с этой стороны. Итак, что хотят вам сказать высшие силы, что у вас на пороге, что вам нужно знать, а вы еще не знаете. И у нас второе 4 масти, если вы знаете. Каждая эта масть отвечает за определенную сферу. И поэтому, когда я буду брать карту, я буду вам говорить, в какой сфере у вас будут перемены. Хорошо? Итак, это императрица сразу. Это даже не масть, а это у нас просто карта, которая говорит, как старший аркан, какой вы старший аркан сейчас проходите, какой урок жизненный вы проходите, какие вам можно в качестве в себе находить. Заметьте, у второй и вообще во Вселенной нет такого, что развивать в себе, то есть себя как бы улучшать. У вас все эти качества уже есть, потому что ваш внутренний космос, он совершенный, он идеальный. Там есть все, и достаток, и любовь, счастливая, роскошная жизнь. Но вам нужно в себе найти эту черту императрицы. А это черта женщины, которая в себе уверена, которая знает, что она делает, которую не собьешь с пути. И вот вы слушаете только свой голос и поступаете так, как вам вольготно, как вам хочется. И таким образом вы находите свой голос, свой путь, свою дорогу. То есть это сила. Вы входите в позицию силы именно сейчас. Еще вас ждет перемены. Ждет перемена, особенно в сфере любовь и личная жизнь, потому что это рыцарь чаш. Рыцари все приносят хорошие новости и меняют жизнь. Рыцарь чаш меняет частную, личную жизнь и делает ее лучше. Делает ее успешнее. А также рыцари – это люди второго. Это карты двора, так называемые. Поэтому здесь вы встретите мужчину, который будет вас очень любить, будет просто рыцарем для вас, современным рыцарем. А может быть, для кого-то из вас, дорогие мои друзья, это такая ситуация, когда ваш мужчина, который у вас уже есть, он станет настоящим рыцарем. Он повзрослеет, поумнеет и так далее. И здесь у нас жезлы. Я хочу сказать, помните в начале, я вам сказала, что 4 масти, они отвечают за определенные сферы жизни. Второй жезлы отвечают за предпринимательство, за такую жилку творчества, когда вы что-то делаете своим образом, а только вы так умеете делать. Это может быть касаться вашего проявления в творчестве, профессии или же в частном каком-то маленьком деле, которым сейчас в наше время каждый может заниматься. Для этого не нужен стартовый капитал. Только лишь нужно не бояться себя показать всему миру. Вот интересно, что люди, они как бы не стесняются себя показать, например, парикмахерская там на вашей улице, а на весь мир кажется страшнее. А на самом деле это то же самое. Не бойтесь себя показать, потому что жезлы отвечают за личностный успех. И вы стену эту пробьете. Вы пробьете ту стену, которая между вами и вашими целями. И все в ваших руках. Вот видите, вот этот молоток, который пробивает стену, это как ключ, да, к пониманию себя. Это ваша смелость, предприимчивость, уверенность, что у вас будет все хорошо. Ведь это позитивный настрой, который на самом деле притягивает успех. Ведь у нас в будущем все возможности есть. Мы выбираем. И вы здесь выбираете свой успех, который вы заработали своим трудом, своими стараниями, своими усилиями. И жезл – это всегда личностный успех. Вот, например, пробить эту стену к тому мужчине, который именно для вас, не тот, кто выберет вас
какой-нибудь сойдет, а тот, которого вы выберете. Пробить ту стену к успешной карьере или к успешному маленькому делу своему. И сейчас этим молотком, то есть этими желаниями, стремлениями, этим трудолюбием вы сейчас уже пробиваете эту стену. И вы добиваетесь для себя большого успеха. А также выходит пятерка пентаклей. И пятерка пентаклей – это лечебная карта. Она помогает вам вылечить ваши финансы. То есть там, где в финансах вы чувствовали, что вы, недовольны своей жизнью, или же зарплату маленькую платят, или же в вашем регионе очень сложно выжить, а все стоит очень дорого, и денег не хватало до сих пор. Эта карта поможет вам вылечить ваши финансы. Она ведет вас по тому пути, где все увереннее и все стабильнее будут ваши финансы. Вы приобретете финансовую свободу, вы приобретете финансовую независимость. Видите, в каких сферах будут перемены? В сфере любви, в сфере личностного пути и в сфере финансов. А теперь я спрошу у Таро совет, какой вам дать. И на совет выходит король пентаклей. Это же очень хорошая карта, да? Она говорит, что или ваш мужчина начнет зарабатывать, или вы получите деньги где-то, может быть, от бизнеса, от семьи, от успешной купли-продажи чего-то большого, как, например, недвижимость, там дом, квартира, или же наследство получите какое-то. Но здесь... Или мужчина ваш начнет зарабатывать, он найдет себя. Ведь мы зарабатываем, когда мы находим себя. То есть то, что делает нам в удовольствие, и то, что лучше всего получается. И здесь такой сейф с деньгами. То есть еще раз подчеркивается, что особенные перемены будут у вас в сфере финансы. То есть вы начнете или зарабатывать хорошо, или каким-то образом деньги будут приходить. В общем, вы себя почувствуете уверенно, уверенность в завтрашнем дне. Ведь на самом деле, знаете, вам люди очень обеспеченные скажут, что деньги это, их нельзя сразу все потратить, понимаете? То есть, если человек имеет деньги, это просто уверенность в том, что завтра человек не будет бедный. Это дает какое-то чувство такой стабильности. И, в принципе, для этого тоже только нужны деньги, потому что мы не можем съесть всю еду сразу, мы не можем сразу везде побывать. Помаленьку живем, помаленьку. А деньги нужны для человека для того, чтобы он знал, что завтра не будет голода, не будет недостатка в чем-то. И король Пентаклей – это человек, который уверен в завтрашнем дне. Это вы. У вас будет финансовая стабильность. Вы не будете волноваться. То есть будет может быть, какая-то недвижимость, которая возрастает все время в цене. Или же уверенность в том, что вы всегда заработаете. Что такое дело, которое вы делаете, оно всегда принесет денег. Это будет у вас, потому что дело вы найдете, которое всегда будет приносить деньги. А это самое главное. Кстати, это лучше всего. Можно там отложить деньги или получить от кого-то. Но самая уверенность дает то, что профессия есть в руках, знаете, которая всегда даст вам доход. Вы знаете, что вы всегда сможете заработать, если надо будет. Вот именно это и произойдет у вас, судя по раскладу Таро. Что же скажет Ленорман? Давайте спросим у Ленорман. И карты Ленорман могут дополнить первый расклад или дать совершенно новую информацию. Смотрим. Собака. У вас будут преданные друзья, у вас будет успешная и удачная жизнь, такая, где вам комфортно. Что такое собака? Это символ верной дружбы, это символ преданности. Это родовой символ, что ваш род любит, обожает вас, следит за вами. Смотрит, что как знаете, человек, который имеет питомца такого, как собачку, кошечку. Ведь заботится человек об этих питомцах, потому что эти питомцы сами не могут выжить. И точно так о вас заботятся ангелы-хранители, хранители рода, чтобы все было хорошо. Также карта собака, она говорит, что у вас будет встреча с мужчиной, который будет вам предан, будет вас любить настоящей любовью. Не только ради себя, но и ради вас. Это преданная любовь, это когда человек готов пожертвовать собой даже. Такой человек у вас будет в вашей жизни. Что еще скажет Ленорман? Медведь – это подтверждение карты собака. Потому что и собака, и медведь говорят о том, что мощный защитник – это точно мужчина. У многих проиграется.
что это мужчина, который будет о вас заботиться, будет делать все возможное и даже невозможное, чтобы вы себя чувствовали под его защитой, чтобы никто не смог на вас нападать. Ведь, в принципе, мир такой патриархальный, он во всех странах, только по-разному. Даже эти страны, которые, считаются, что там свобода слова, свобода выбора, все равно мир патриархальный. Он в этих странах таких, мир все равно патриархальный, потому что вот это скрытое такое, да, в любом случае это говорят men's world. И да, нам, женщинам, я слышала где-то даже по науке, даже если мы сами хорошо зарабатываем, нам нужно вот чисто для гормонального фона или для нашей женской красоты, да, такое чувство, что есть мужчина, который защитник. И вот это как раз та ситуация. Может быть, вам действительно нужен мужчина-защитник, потому что у вас такая ситуация, что вас нужно защитить. Или же вам просто нужна эта уверенность, и вы сами можете себе и заработать, и все. Но в любом случае вот это ощущение внутреннее, что есть мужчина-защитник, это такое архетипичное чувство, оно женщинам нужно. Теперь уже ученые сказали, что это нужно женщине, любой. И у вас будет это чувство. У вас или есть уже такой мужчина по карте медведь, или будет, вот-вот вы встретитесь. Ну а вообще медведь это тоже начальник, особенно с собакой вместе, это начальник, который вас заметит, сделает вам что-то хорошее, повышение в зарплате, например, или же повышение по службе. Это тоже может быть вы, такой сильный человек, и я вижу, что вы сильный человек, и императрица, даже из этого расклада вышла императрица, что вы войдете в свою силу. Вы войдете в свою силу, когда вы сможете для себя решать, и вам никто не указ, это медведь. И к себе дружелюбным будете, то есть будете себя любить. Я не раз повторяю, спрашиваю тех, кто себя не любит, зачем вы смотрите на себя глазами тех людей, которые вас не любят? Вот вы смотрите в зеркало, да, и видите в себе одни недостатки. Или смотрите там на свою жизнь, на свою карьеру, и видите в себе одни недостатки. Так медведь никогда не делает. То есть, когда мы это делаем потому что нас так научили. Вы смотрите на себя глазами тех людей, которые вас не любят. И у вас сидит такая лярва, сущность внутри. Сущность подселенец. Тот человек, это по-народному называется подселенец, но оно так и есть. Сидит у вас внутри такой человек, который вас не любит. И вы смотрите на себя глазами такого человека. Почему бы это не поменять? И вот дерево жизни, ваш род сейчас вышел на связь, и через мои слова говорит вам, что почему бы вам не смотреть на себя, когда вы смотрите в зеркало или смотрите на свою жизнь? Почему бы вам не смотреть на себя глазами человека, который вас любит? Да? И тогда вы по-другому будете к себе относиться. Вы начнете себя уважать. А чтобы нас уважали другие, нам нужно развивать в себе самоуважение. Здесь лиса. Это предпринимательство частное. Лиса похожа на рыцаря. То есть она меняет вещи, она дает новый бизнес, новые дела, она дает новый профессионализм, новый какой-то интересный свой путь. Ведь жизнь это путь. Это не вот destination, это не то, что вы достигли и все. Так в сказках. Сказки обычно они... теперь уже другое отношение к сказкам с позиции нашего времени. А сама жизнь, она интересна как путь. Не то, чтобы достичь там чего-то и happy ever after, то есть уже потом счастливо жили и все. А именно этот процесс счастливой жизни, ведь это особое искусство. Не чувствовать жизнь как бытовуху, а чувствовать жизнь как роскошное дерево, которое расцветает и кайфует, радуется каждый день. Это особое искусство, и этому искусству учат карты Ленорман особенно. И они говорят, идите по своей дороге, вы выйдете на свой путь, где вам никто не указ. И вот в это время карта дерева говорит, что в личной жизни будет все хорошо, может быть, вы в доме все благоустроите или вам помогут. А медведь говорит, что вы будете в своей силе. Сильное здоровье, сильный иммунитет, медведь. А лиса говорит, что вы будете идти по своему пути, будете гибко следовать тому, что вы чувствуете внутри. И у вас будет все замечательно. И еще одна карта совета, это карта кольцо. Но это очень хорошая карта. Она говорит, что вам, во-первых, подарит кольцо кто-то или какой-то очень ценный подарок. Кто вас любит?
Или вы себе сами купите кольцо. Может, это мужчина, вот смотрите, который вас сильно любит. Кольцо, собака – это новый знакомый мужчина, может быть. Или тот, который есть, он лучше станет. Или же это сама жизнь будет давать вам подарки. Это самое ценное. Род. Когда род нам дает подарки, это тогда, когда мы находим в себе таланты, находим в себе внутреннюю красоту, нашу уникальную, и ее вот, проектируем наверх, то есть во внешний мир. Мы часто то, что мы в себе не любим, думаем плохое, именно это и есть наша красота, потому что нет абсолютно некрасивых людей. Но если люди в себе что-то отвергают, они становятся некрасивыми. Понимаете? Потому что все, что какое-то неполноценное, то есть не целостное, да. А полноценность у вас есть внутри. Но мы сами себе делаем эту неполноценность, отвергая в себе. Вот у меня, например, моя неполноценность, я считаю, что у меня там бедра большие, да. Но некоторые даже наращивают их хирургическим путем. Вот и все. Понимаете, это пунктик в голове. Или у вас, может быть, думаете, что-то не так там в лице или еще в чем-то. Или в характере. А в характере часто нам, мужчины особенно нам говорят, они в это в себе отвергают. Например, слабый мужчина, такой мягкотелый, скажет, что вы там напористая, а он сам в себе этого напора не чувствует, а он бы сам хотел его, но он вас обижает этим. То есть войдите в свою силу. Когда вы войдете в свою силу, у вас и деньги будут на самые лучшие вещи. Когда вы войдете в свою силу, вы будете кайфовать от себя и от своей жизни. То есть, кайфовать – это с удовольствием жить, да? Это я так, просто такое слово у меня, оно где-то с молодости у меня. Я не знаю, откуда это слово с молодости. Так что вот такие, девочки, дела. Вы понимаете меня, да? А я вас очень люблю, обожаю, и я знаю точно, что у вас будет все хорошо. У меня есть уроки авторские на Ленорман и Таро. У автора нужно, на его официальном сайте всегда, если хотите уроки приобретать. И у меня сайт, есть переход о канале. Надо зайти на мой канал, нажать на название канала, и там о канале. Но если вам нужно. А можно написать комментарий. Это очень легко сделать. Как взять так экран вниз, и там будут комментарии других людей, может, вы читали уже. И там будет тоже пропущенное место, такое свободное. Туда нужно нажать и написать. Это будет неприятно, если вы напишете. А также можно подписаться на канал. Я для вас делаю видео, это уже сигнал, это уже вам знак моей дружбы. А ваша дружба – подписка на канал. Это ничего не стоит, только нажать подписаться, и мне будет приятно. Как бы я с вами дружу, и вы как бы со мной. Это очень приятно. И лайк можно поставить, оценить мою работу. Я буду благодарна за оценку. И я вас очень люблю. И я знаю точно, что мы очень скоро обязательно увидимся.